Уважаемые коллеги, добрый день. В нашей повестке вопрос развития новых культурно-образовательных и музейных комплексов в Калининграде, Владивостоке, Кемерово и Севастополе. С нами на связи и руководители регионов, в которых строятся эти объекты. Посмотрим, в какой стадии работа по каждому из таких комплексов находится на данный момент времени. Напомню, этот масштабный, важный для людей, для всего культурного пространства России проект мы реализуем с 2018 года. Создаем современные выставочные пространства, художественные и хореографические школы, концертные и театральные залы. Для того, чтобы яркая, насыщенная культурная жизнь, интересные творческие события, лекции и мастер-классы стали более доступными для граждан нашей страны, чтобы люди, особенно молодые люди, молодежь, могли дома, в своем регионе, на самом высоком уровне обучаться творческим профессиям. Целый ряд объектов в составе новых комплексов уже действует. Это образовательные площадки с отлично оборудованными аудиториями и помещениями для репетиций, где сотни ребят обучаются хореографии, музыке, сценическому мастерству. Открытый первый музей в составе культурных центров. Это филиал Третьяковской галереи в Калининграде. Его экспозиция познакомит жителей и гостей области с богатейшим художественным наследием России. Разнообразные студии, творческие мастерские позволят детям и взрослым найти себе занятия по душе, лучше раскрыть свои таланты. Уверен, что это современное музейное пространство станет популярным местом для отдыха, для познавательного досуга. Повысит туристический потенциал региона. Знаю, что торжественное открытие музея состоялось в День России 12 июня текущего года. Я попрошу Ольгу Борисовну Любимову рассказать о просветительских возможностях этого культурного центра, о том, как планируется формировать экспозиции, как в Калининграде, так и в других музеях в составе новых культурных комплексов. Думать об этом, мы не раз говорили уже об этом, нужно заранее, на перспективу. Всего в настоящее время в эксплуатацию введено 33 из 46 объектов, входящих в состав культурно-образовательных комплексов. Из-за того, что у каждого региона была своя потребность в видах творческих школ, в объемах площадей для музеев, концертных и театральных залов, культурные комплексы отличаются по объектам строительства и по оснащению. При этом каждый из них обладает своей уникальной архитектурой, что, конечно же, будет подчеркивать самобытный облик каждого из городов. Понятно, что и темпы создания культурных центров разные. Вместе с тем, обращаю ваше внимание, что все это не может быть причиной для затягивания бесконечного сроков сдачи объектов. Запрос граждан на интересные культурные мероприятия, на развитие своих творческих способностей действительно очень высокий. Надо создавать равные возможности для учебы и самореализации. Культурные комплексы – одно из магистральных направлений решения этих задач. И сегодня хотел бы услышать, в какой стадии находится строительство каждого объекта, какие есть сложности, что мешает более активно идти вперед. И главное, прошу четко обозначить конкретные сроки их полного ввода в эксплуатацию и открытия для граждан. И еще, построить объекты, безусловно, это фундаментальная часть дела. Но еще более важно – это организация дальнейшей работы учреждений, ее содержание, наполнение смыслом жизни, дыханием. Здесь огромную роль играют люди, пришедшие не просто трудиться в такие комплексы, а сделать их лучшими, самобытными, востребованными. Поэтому одновременно со скорейшим завершением строительства необходимо решать кадровые вопросы, формировать творческие коллективы для новых музеев, театров и учебных центров. Здесь требуются специалисты, которые обладают высокой квалификацией,
которые готовы сами развиваться, использовать в работе самые современные методики и подходы. И, конечно, это должны быть люди, преданные своему делу. Чтобы собрать такие команды, нужно предлагать привлекательные и достойные условия труда, решать жилищные вопросы. Об этом также хотел бы сегодня поговорить. Давайте перейдем к работе. Слово Марату Шакизяновичу Хуснуллину, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, вы хорошо знаете объекты культурно-образовательных кластеров, которые по вашему указу строятся в 4 городах. Это Владивосток, Кемерово, Калининград и Севастополь. Проект по совокупности параметров, размеру площадей, количеству объектов, архитектурным решениям, одновременной географии реализации, новейшему мультимедийному и технологическому оборудованию является крупнейшей культурной стройкой за всю историю страны. Надеемся, что все объекты, которые создаются в рамках кластеров, станут новыми культурными символами России. Общая площадь комплексов составляет 618 тысяч квадратных метров. В них входят самые разные объекты, которые направлены на проведение культурных массовых мероприятий, воспитание талантливой молодежи. Создание кластеров ведется совместно с пользователями объектами, ведущими культурными организациями страны. Это Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей, Большой Мариинский театр, Центральная музыкальная школа, Московская государственная академия хореографии и Российский государственный институт сценических искусств город Санкт-Петербург, которые передают свои знания и опыт для развития культуры в регионах. Все мы по вашему поручению участвуем в работе наблюдательного совета, специально созданного фонда под реализацию этих проектов. В рамках реализации проекта мы столкнулись со всем спектром трудностей. Сначала пандемия, связанная с ней сложности мобилизации рабочих на стройплощадках. Затем из-за внешнеполитического давления на ведущих мировых архитектурных бюро, которые были привлечены для создания объектов. Часть из них были вынуждены уйти, что потребовало адаптации предложенных решений и уже без их участия. Изменились транспортно-логистические цепочки при поставке как строительных ресурсов, так и сложнейшего технологического оборудования. Особенно сложная ситуация с логистикой сложилась в Калининграде и частично в Севастополе. Несмотря на все эти сложности, на сегодня завершено строительство более 70% от запланированных объемов общей площадью 309 тысяч квадратных метров. Сейчас на строительных площадках работает уже свыше 8 тысяч человек, и в ближайшие месяцы мобилизация перейдет уже за 10 тысяч человек. Стройка идет. В следующем году в основном мы планируем завершить все объекты. Мы расписали графики ввода помесячно, каждый объект, каждый месяц, потому что не только закончить, но и оформить, запустить в эксплуатацию, подготовить его уже надлежащую эксплуатацию и использование. Это огромная работа, которую мы совместно делаем с Министерством культуры. Если говорить конкретно об объектах, то в Калининграде уже введены в эксплуатацию 12 из 14 объектов. Среди них филиал Третьяковской галереи. Это по-настоящему уникальное здание. Архитектурной доминантой объекта стала 50-метровая башня. Особенностью галереи также стали выставочные залы с естественным освещением и инновационной системой климат-контроля. Удалось создать не просто здание, а технологический эталон для будущих музейных комплексов страны. Открытие филиала продолжило развитие Третьяковской галереи, которая благодаря вашей, Владимир Владимирович, поддержке в прошлом году открыла новое здание на Кадашской набережной в Москве. Также в текущем году в Калининграде открыли Высшую школу музыкально-театрального искусства. Образовательный процесс начнется с 1 сентября 2025 года. Строительство остальных объектов кластера Калининграда, в том числе филиала Большого театра, продолжается. Строительная готовность объекта 58%. Планируем в ближайшее время еще усилить, дополнительно добавить строителей. В Кемерово завершено 9 из 12 объектов. Организован образовательный процесс в хореографической академии и в зданиях музыкальных школ. Созданы условия для проживания обучающихся. В текущем году сдан многоквартирный дом для преподавателей. Строительная готовность объектов более 59%. В Севастополе введены 2 из 7 объектов. Начала работу хореографическая академия. В этом году осенью планируем ввод музейного комплекса. Здесь у нас постоянно мешает, конечно, обстрелы, попытки
значит, атаки различными средствами, беспилотным летательным аппаратом. Но несмотря на это, стройка идет, и мы в следующем году планируем сдать этот объект. Готовность 67%, все сложности преодолены, работа настроена. Это сложнейший технологический объект, который находится в красивейшем месте Москвы, в городе, в мысе Хрустальном. Во Владивостоке введены в эксплуатацию 10 из 13 объектов, в том числе филиалы Хореографической академии, Центральной музыкальной школы и Российского института сценических искусств. Самый сложный объект, который находится в уникальном месте Орлиной Соки, объединил театр оперы и балета на 1450 мест, музейный комплекс и высшую школу музыкально-театрального искусства. Это самый большой комплекс площадью 180 тысяч квадратных метров. Здесь также были проблемы, связанные с заменой иностранных архитекторов и подрядчиков. Готовность здесь невысокая, требует особого решения, но надеемся, что к концу 2026 года, значит, основные строительные работы будут завершены, и где-то в начале 2027 года планируем завершить пусконаладку. Создание кластеров увязано с обновлением городской среды, благоустройством прилегающей территории, развитием агломераций. Также комплексно с губернаторами занимаемся развитием прилегающих территорий. Ведется проектирование и строительство 4 гостиничных комплексов, суммарно на 990 мест с общей площадью 76 тысяч квадратных метров с привлечением внебюджетных источников, которые также будут удобны и для артистов, которые будут приезжать с гастролями, и для посетителей, и в целом для развития туризма в данных городах, где они строятся. Введенные объекты становятся центрами притяжения для жителей и гостей из других регионов и стран, обеспечивают доступ к русской культуре и искусству. В завершение хочу еще раз сказать спасибо вам, Владимир Владимирович, за постоянную поддержку и внимание к этому проекту. Также благодарить Минкультуру, Ольгу Борисовну лично. Мы постоянно в режиме наблюдательных советов работаем над тем, чтобы не только достроить, но и запустить эти проекты в эксплуатацию. Также губернаторы лично занимаются, строители, проектировщики, но и все, кто задействован при создании этих объектов. Надеюсь, что с поставленными задачами справимся, страна получит хорошие, достойные объекты. Спасибо за внимание. Спасибо. Ольга Борисовна, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, действительно трудно переоценить значимость создания культурно-образовательных комплексов, объединяющих филиалы ведущих российских творческих вузов, музеев и театров нашей страны. И вот 12 июня, в День России, свои двери открыл долгожданный филиал Третьяковской галереи в Калининграде. Это действительно подарок для жителей региона и многочисленных гостей, туристов. Мы очень радуемся высокой уже посещаемости. И первые его цифры, с момента открытия 30 тысяч человек уже посетило. Мы предполагаем, что до конца года в галерею смогут прийти не менее 200 тысяч человек. Филиал открылся уникальным выставочным проектом «5 веков русского искусства». В Калининград приехали 300 шедевров из коллекции Третьяковской галереи, которые объединились жемчужины творчества и Репина, и Шишкина, и Вазовского, и Левитана, Малевича и Мухина. И отдельное внимание мы уделяем, конечно же, детям. И в новом филиале функционирует уже мультимедийная экспозиция «Детский музей». В галерее также работает мультимедийный зал «История Третьяковской галереи», который знакомит посетителей разных возрастов и с историей создания Музея национального искусства России с момента начала формирования коллекции Павлом Третьяковым и до наших дней. Масштабные выставки, культурно-просветительские проекты, кинопоказы, лекции, образовательный детский музейный центр, открытая библиотека – это все важные компоненты большой программы, специально разработанной Третьяковской галереей, большой командой для Калининграда. Владимир Владимирович, также отмечу, что с сентября Минкультура России планирует начать образовательный процесс в новом здании Высшей школы музыкального и театрального искусства в Калининграде. Подготовка высокопрофессиональных кадров и их закрепление в регионах для развития сферы культуры уже началась там, где предусмотрено открытие комплексов. И в Владивостоке, и в Калининграде, и в Кемерово открыты филиалы Центральной музыкальной школы, Академии
исполнительского искусства Московской государственной академии хореографии и Российского государственного института исполнительских искусств в Севастополе Академия хореографии. В культурно-образовательных комплексах обучается более 2000 юных дарований и преподают около 400 преподавателей, которые действительно приезжают из самых разных регионов и трудятся вместе с нами в наших уже открывшихся образовательных учреждениях. Кроме того, строят создание театров, а их творческая деятельность во Владивостоке и Севастополе уже идет полным ходом. Академию хореографии в Севастополе возглавила наша прима-балерина Большого театра, народная артистка России Мария Александрова, а художественным руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета назначен заслуженный артист России, лауреат Государственной премии Российской Федерации Ильдар Абдразаков. Сейчас театр ведет работу над постановкой оперы «Олега» Сергея Рахманинова, написанной по поэме Александра Сергеевича Пушкина. И Ильдар Амирович сам выступает и режиссером, и планирует исполнить главную роль. Премьера оперы состоится изначально в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес», а затем постановка будет представлена в концертном зале «Зарядье» и в Мариинском театре. Еще одним долгожданным проектом в Севастополе станет создание Российской галереи искусства. Она откроется знаковой экспозицией для города. Это галерея героев Севастополя, об истории города. Для посетителей нового выставочного пространства будут работать также и детские, и молодежные просветительские центры, а также Центр цифрового искусства. А весной 26 года мы представим в Российской галерее искусств очень яркий проект. Он будет посвящен творчеству гениального Александра Дайнеки, беззаветно любившего Севастополь и посвятившего ему большое количество своих произведений. Я не могу не отметить приморскую сцену Мариинского театра, концертно-театральный комплекс, расположенный во Владивостоке. В репертуаре филиала уже 23 оперы и 14 балетов по произведениям отечественных и зарубежных авторов. Театр ведет очень активную гастрольную деятельность по России. Регулярно наши коллеги выступают и в Большом театре, и в Мариинском театре, но и за рубежом в этом году. Блистательно представили свои работы в Пхеньяне, планируем также гастроли в Китай. Так что деятельность филиалов Большого Мариинского театра в Калининграде и Кемерово будет запущена после ввода соответствующих зданий в эксплуатацию, как было уже сказано. Я же благодарю вас за внимание. Спасибо большое. Спасибо. Алексей Сергеевич, пожалуйста. Калининград. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, Владимир Владимирович, хочу искренне поблагодарить вас за идею создания культурно-образовательного музейного комплекса в Калининградской области и всестороннюю поддержку в его реализации. Благодаря вашему решению сегодня жителям области открывается доступ к богатому культурному наследию страны и возможностям для развития творческих талантов наших детей. Сегодня в высокотехнологичном культурном кластере создано свыше 1500 рабочих мест. Безусловно, это придает нашему региону новый импульс и новый уровень развития сферы культуры. Прежде всего, учреждения комплекса будут выполнять стратегически важные задачи по изучению, сохранению национального достояния России и трансляции опыта отечественных школ культуры и искусства. Это особенно актуально в нашем самом западном регионе России. Отдельно хочу поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за решение о праздновании юбилея образования Калининградской области. В следующем году мы отмечаем 80-летие региона, и запуск таких культурных объектов в преддверии праздника – это, конечно, особенно символично. Создание культурного комплекса открывает и ряд возможностей для региона. В первую очередь, это новый символ Калининградской области, который, безусловно, формирует образ будущего региона и культурный код всей нашей области. Кроме того, строительство культурно-образовательных объектов становится ярким примером комплексного развития территории. Мы видим, как сегодня в Калининграде формируется новый современный район города. Рядом с комплексом строится пятизвездочная гостиница. Уже сейчас территория становится местом привлечения частных инвестиций, и общая сумма которых в ближайшее время мы видим составит более 35 миллиардов рублей. Сегодня в регионе уже работают 3 учреждения культуры. Это филиалы Московской государственной академии хореографии, Центральной музыкальной школы, а также филиал Третьяковской галереи, который, как вы уже сказали, открылся в День России. В образовательных учреждениях нашего кластера уже обучается 557 человек из 31 региона России и 2 зарубежных стран.
В сентябре примет студентов в новое здание филиала Российского государственного института сценических искусств. А в следующем году завершим строительство филиала Большого театра. Культурно-образовательный комплекс имеет огромное значение не только для жителей, но и для гостей области, которых с каждым годом у нас становится все больше и больше. Мы прогнозируем, что в этом году наш регион посетят около 2,5 миллионов человек. Уважаемый Владимир Владимирович, благодарю вас за постоянное внимание и поддержку нашего региона. Все мы сегодня понимаем, что масштаб таких проектов вносит неоценимый вклад в развитие наших будущих поколений. Очень ждем вас в регионе, чтобы вы увидели все лично, а также приглашаем вас принять участие в праздновании юбилея Калининградской области в следующем году. Всегда рады видеть вас на Калининградской земле. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Алексей Сергеевич. Пожалуйста, Елена Владимировна Проничева, Третьяковка. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, добрый день. Мы сегодня приветствуем вас из площадки уже открывшегося нашего нового дома на самой западной части нашей страны, из филиала Третьяковской галереи. Это, безусловно, очень волнительный момент, и действительно исторический момент в истории Третьяковской галереи и, в принципе, в истории музейной отрасли Российской Федерации. Наше здание – это уникальные 17 тысяч квадратных метров, это уникальные экспозиционно-выставочные залы, которые насчитывают около 4000 квадратных метров, которые дают возможности по самым современным музейным технологиям выставлять самые древние и самые знаковые шедевры из собрания Третьяковской галереи. Ольга Борисовна вкратце рассказала про нашу выставку открытия «5 веков русского искусства». И я бы хотела добавить, что изначально концепция формировалась, безусловно, исходя из интересов жителей Калининградской области, а также тех туристов и тех людей, кто приезжают, посещают Калининградскую область. И наша основная задача – сделать музейный фонд Российской Федерации доступным, чтобы каждый, кто приезжал в Калининград, в Калининградскую область, не только жители, могли познакомиться с богатейшим наследием, с богатейшими фондами Третьяковской галереи. Это действительно уникальная возможность. Мы лично, я и от коллектива Третьяковской галереи хотели бы поблагодарить прежде всего вас, Владимир Владимирович, за ту инициативу, за то решение, которое было принято о строительстве культурно-образовательных и музейного комплекса нашего, потому что из 4 объектов 2 закреплены за Третьяковской галереей. Это, безусловно, огромная ответственность. Огромное спасибо Хуснуллину Марату Шакирдяновичу за то, что был неустанный контроль за темпами строительства, и, конечно, это, безусловно, его личный вклад. Наше Министерство культуры, Ольга Борисовна Любимова лично, правительство Калининградской области и беспрозванных Алексея Сергеевича. Конечно, безусловно, отдельное личное спасибо Антону Андреевичу Алиханову, потому как все коллеги системно поддержали нас, и были созданы невероятные, комфортные условия для открытия и действительно успешного старта нашего филиала в Калининграде. Я бы хотела отметить, что сегодня в калининградском филиале Третьяковской галереи работает 184 человека, и 180 из них – это жители Калининграда и Калининградской области. И, безусловно, это стало результатом такой продолжительной работы и с федеральными университетами, в том числе с Балтийским федеральным университетом имени Канта и с Дальневосточным федеральным университетом, при созданной нами совместной магистратурой. Я, пользуясь случаем, также хотела бы сказать, что у нас открылся в прошлом году наш новый корпус, корпус на Кадашовской набережной. Корпус открылся уникальным проектом, посвященным творчеству передвижников, который в прошлом году посетило более 430 тысяч человек. И это, конечно, уникальный объект, такой же современный, высокотехнологичный, как и наш филиал в Калининграде. И это действительно, как сказала Ольга Борисовна, в определенной степени поднимает существенно тот уровень музейных пространств, музейного оснащения, который сегодня есть. И мы действительно в рамках всех международных стандартов и критериев. И я, пользуясь случаем, хотела бы сказать, что завтра мы открываем уникальный проект, посвященный творчеству Александра Дайнеки. Выставка называется «Гимн жизни».
осени, как раз в нашем новом здании на Кадашовской набережной. Основой этой выставки станет уникальная коллекция Курской картинной галереи. Более 200 работ мы привозим в Москву впервые в истории Москвы. И мы бы хотели пригласить вас, Владимир Владимирович, посетить наш новый корпус на Кадашовской набережной, познакомиться с ним и с уникальным собранием и Третьяковской галереи, и теми выставками, уникальными выставками, которыми Третьяковская галерея славится. Спасибо большое. Елена Владимировна, у вас оформлено как юридически вот это учреждение в Калининграде, как ваш филиал? Владимир Владимирович, это наше структурное подразделение внутри Государственной Третьяковской галереи, федерального учреждения культуры. Это наше структурное подразделение в общей численности. Ага, понятно. Оно не обособленное и не отдельное юридическое лицо. Вот, очень правильно. Я потом попозже еще об этом скажу. А руководитель этого учреждения, как бы он, должность-то какая у него? Директор филиала. Директор филиала, да? Хорошо, Да. Понял. Ладно, я понял. Я к этому вернусь еще. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Приморский край, Кожемяка Олег Николаевич. Уважаемый Владимир Владимирович, рад приветствовать вас из Владивостока. Мы находимся на площадке будущего музейного культурно-образовательного комплекса, который расположен на сопке Орлиное гнездо в самом центре столицы Дальнего Востока. Само по себе здание, которое мы видим за моей спиной, представляет собой архитектурную доминанту города Владивостока как центра культуры России у ворот Азиатско-Тихоокеанского региона. Комплекс зданий строится на вершине самой высокой сопки. Ее верхняя точка будет находиться на уровне 185 метров, что позволит увидеть со всех уголков города и моря. Конечно, строительство такого удивительного комплекса будет ярким украшением, как и мосты Владивостока, а также даст новый импульс к развитию туризма. Владивосток ежегодно посещает более 2 миллионов туристов, из них 500 тысяч жителей Китая. Наша культура вызывает у них огромный интерес, и особенно национальное наше богатство – это опера, балет, классическая музыка, живопись. По вашему поручению, Владимир Владимирович, мы проводим ежегодно Международный азиатский театральный фестиваль. Валерий Бессалович Гергиев проводит ежегодно Международный музыкальный фестиваль в Мариинске, на котором присутствуют тысячи гостей и участников. Для будущих гостей и участников Промстройбанк построит великолепную гостиницу в шаговой доступности от этого комплекса. И, конечно, на этой площадке будут размещены экспозиции Третьяковской галереи и Эрмитажа, что позволит нести российскую культуру к нашим добрым соседям, организовывать гастрольные туры, принимать у себя творческие коллективы из соседних стран. Ведь в радиусе 1000 километров от Владивостока проживает 300 миллионов человек. Нам есть кому показывать российскую культуру. Музейно- и культурно-образовательный комплекс станет новым украшением и, безусловно, изменит облик города. Это станет настоящей культурной жемчужиной России на Тихоокеанском побережье. Спасибо вам за ту поддержку и работу, которую вы делаете для города Владивостока. Как работа идет там? По срокам. Работа сегодня на стройке находится 1500 человек, 37% готовности. В сентябре будет добавлено до 2500, к концу года выходят на 3000. Сейчас работа вошла уже в плановый характер, готовится своевременно проектно-сметная документация. Поэтому те сроки, которые были поставлены по сентябрю 2026 года и по заверениям строителя, и мы видим по тем вопросам, которые связаны с инфраструктурой, связаны с
техпрессами, значит, будут решены, пока каких-то осложнений не видим. Что касается изменений требований заказчика, я имею в виду сначала концертный зал, потом полноценный театр, потом опять концертный зал. Что сейчас, на чем сердце остановилось? Сердце остановилось на зале театра оперы и балета, вот, который строится. В целом он на более 1400 мест, с учетом того, что Валерий Бессалович нашли мы вместе, совместно, значит, для зала Прокофьева еще на 600 мест, и зала Стравинского на 300 мест, то это будет в общей сложности почти 2000 зрительских мест, что его, скажем, будет формировать и характеризовать как один из самых больших театральных комплексов мировых. Ну, то есть и театр, в конечном итоге, и полноценный концертный зал, да? Да, это у нас театр оперы и балета и, конечно, и концертные залы. 2 еще концертных зала будет на 600 и на 300 мест. Ладно, хорошо. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, Сердюк Илья Владимирович, Кузбасс. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. По вашему поручению в городе Кемерово активно идет реализация масштабного проекта по созданию культурно-образовательного и музейного комплекса. И в настоящее время уже введено ряд объектов. Это учебные корпуса филиалов Центральной музыкальной школы, Московской государственной академии хореографии, Российского государственного института сценических искусств. Кроме того, мы ввели в эксплуатацию многоквартирные дома для педагогов и сотрудников и общежития для студентов. Также ввели в эксплуатацию фондохранилища. И получается, что сегодня уже культурно-образовательный комплекс, он имеет большое значение не только для Кузбасса, но и для всей Сибири. Здесь сегодня обучается молодежь, вот географию взяли, 25 регионов Российской Федерации, в том числе есть студенты из Республики Беларусь. Ожидаем, что по итогам приемной кампании 2025 года, которая сейчас уже идет, их количество студентов составит уже около 900 человек. Привлечены преподаватели из ведущих вузов страны. Что еще мы делаем на базе созданного кластера? Более 100 творческих сотрудников со всей Сибири прошли повышение квалификации по работе с одаренными детьми. Мы этот проект реализовали вместе с фондом «Талант и успех» Центра «Сириус». Также мы организовали работу и с новыми территориями. Мы принимали студентов из Луганска по обмену. А 1 июля мы запускаем подготовку по профессиям в сфере креативных индустрий для участников специальной военной операции. Сегодня, Владимир Владимирович, остается в работе у нас филиал Мариинского театра, он прямо у меня за спиной, филиал Русского музея и Кузбасский центр искусств, он тоже за спиной. И все они расположены, вот уникальность постройки таким образом сделана, что они находятся под одной крышей, создают уникальную творческую площадку, такую рекреацию, холл театра для неформальных творческих мероприятий. Вокруг комплекса мы создаем новую городскую среду. Привели в порядок парк имени Жукова. И там установили стелу «Город трудовой доблести». Уважаемый Владимир Владимирович, хотел, пользуясь случаем, от имени своих земляков поблагодарить вас за решение о присвоении городу Кемерово этого почетного звания. Таких городов в Кузбассе уже 4. Рядом с театральным комплексом построен мост, благоустраивается набережная, все прилегающие пространства. Также возводится IT-школа совместно со Сбером, это школа 21, строит гостиницу «Промсвязьбанк». Также вот у меня за спиной находится на 290 мест. Архитектура выдержана в едином облике. Большую роль в создании этих объектов сыграл ныне министр энергетики Сергей Евгеньевич Савельев, и мы до сих пор с ним на связи по вопросам развития Кузбасса. А то, что происходит сегодня здесь, по сути, это новая мощная точка притяжения. Под кураторством Марата Шакирзяновича в пешей доступности мы приступили к реализации масштабного проекта комплексного развития территории мощностью 3 миллиона 400 тысяч квадратных метров жилья. Там появится необходимая социальная инфраструктура, школы, детские сады, зеленые зоны, велодорожки. И вот, кстати, в апреле был пасхальный фестиваль, с гастролями был Валерий Абисалович, провел здесь на стройплощадке штаб, оценил ход работ и был впечатлен темпами, масштабами, идеями. Уважаемый Владимир Владимирович, уверен, мы задачами по строительству комплекса и благоустройству прилегающей территории успешно справимся. Доклад закончен.
Хорошо, спасибо. То есть в целом идет по графику, да, у вас? Владимир Владимирович, сегодня на площадке более 2000 человек. Вопросы поставки материалов все решены. На постоянной связи с Маратом Шакирзяновичем, если возникают какие-то вопросы или посоветоваться. Проблемных вопросов нет, идем в графике. Спасибо. Так, пожалуйста, Развожаев Михаил Владимирович, Севастополь. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, добрый день. Вот сейчас мы находимся на внутренней площади практически уже завершенного строительством здания потрясающего комплекса Российской галереи искусств. А буквально за моей спиной находится потрясающее здание театра оперы и балета, который тоже, вот вы видите, уже полностью возведен корпус, идет монтаж кровли и, в общем-то, уже внутренние работы начинаются. Пространство мыса Хрустальный полностью преображается. И сегодня уже севастопольцы, потому что уже видны очертания полностью будущего комплекса, говорят, что здесь, на мысе Хрустальном, место, где начинается будущее. Уже Академия хореографии запущена, работает, как вам докладывал Владимир Владимирович недавно, уже почти год она как работает. Значит, у нас 200 студентов, учащихся в нашей Севастопольской хореографической академии. За это время поставили уже 10 спектаклей, всегда полные залы в учебном театре в Академии хореографии. На Новый год радовали гостей города и севастопольцев Щелкунчиком, другими постановками. Недавно была потрясающая концерт поставлен к 80-летию Победы. А совсем недавно приехали ребята из хореографической школы, из хореографической академии из Краснодарского края. Конечно, ребята для того, чтобы поставить вместе с нашими севастопольскими учащимися концерт памяти Григоровича. Конечно, пришли ребята из Краснодарского края в восторг от возможностей, от количества залов, от оснащения, от всего, что создано в Академии хореографии. Как уже я говорил, эксперты считают, что это одна из лучших балетных школ в мире сегодня. Российская галерея искусств, которая вот уже буквально скоро заедет в свое новое здание, тоже работает. Благодаря этому новому федеральному учреждению севастопольцы смогли посмотреть потрясающие выставки за то время, как создано федеральное учреждение, от картин Айвазовского до выставки Малевича, которые привозили в Севастополь пока на временную площадку, где располагается учреждение. Тем не менее, формируется коллектив, традиции. Вот сейчас уже Ольга Борисовна говорила о том, что одним из знаковых проектов нашей галереи искусств будет галерея героев Севастополя. Это очень значимо и важно для города. Кроме того, наверное, впервые за последний век, за 100 лет в Севастополе будет формироваться новая национальная коллекция художественного изобразительного искусства. И сегодня я, конечно, хочу поблагодарить Министерство культуры, лично Ольгу Борисовну за то, что рачительно занимается как раз формированием этих будущих коллекций нашей Российской галереи искусств. Театр оперы и балета, который тоже ждет свое здание, также работает. Вот уже было сказано, что Ильдар Мирович Абдразаков его возглавил. Каждый год в потрясающий наш фестиваль «Опера в Херсонесе» уже последние 3 года театр ставит свои постановки. В прошлом году это был балет «Грозовой перевал», потом который успешно был представлен в Большом театре в Москве. И, кстати, в этих постановках уже также участвуют и заняты ребятишки из хореографической академии. В целом, конечно, Владимир Владимирович, самое главное, что, конечно, архитектурный замысел совершенно потрясающий. Вы знаете, что архитектор Вольф Прикс, который входит в десятку мировых звезд архитектуры, выполнил этот проект и продолжает его авторский контроль. Соответственно, пространство преображается. По вашему поручению 15-гектарный парк будет рядом с комплексом. Благоустроены все пространства и будет создана единая пешеходная зона от старого центра города, от Приморского бульвара, через мыс Хрустальный, Карантинную бухту, где будет строиться гостиница Промсвязьбанком, до Нового Херсонеса. То есть это будет единое пешеходное потрясающее пространство, более 5 километров длиной. Конечно, это изменит туристический потенциал Севастополя и усилит, улучшит качество жизни горожан. Поэтому, Владимир Владимирович, проект реализуется, выходит на финальную стадию.
хотел от севастопольцев поблагодарить вас за этот потрясающий, грандиозный, визионерский проект. Проект действительно про будущее. Спасибо за внимание. Спасибо. Я, знаете, что в завершении этой части хотел чтобы сказать. Да, ну, во-первых, у меня вопрос к Елене Владимировне Проничевой, Третьяковка. Скажите, пожалуйста, Елена Владимировна, а как вы формируете вот то, чем наполняется этот филиал ваш в Калининграде? Владимир Владимирович, вот выставка открытия, у нас 5 веков русского искусства, и, конечно, для нас основной задачей было собрать лучшее, представить лучшее, что есть в собрании Третьяковской галереи в нашей основной коллекции. Мы очень хорошо понимаем, что Калининград и потенциал Калининградской области с точки зрения развития туризма, он огромен. И для нас стратегически важно, чтобы филиал жил не только как такой домашний музей для жителей Калининградской области, но и некой такой точкой доступа, точкой касания к тому наследию богатейшему, которое действительно хранится в Третьяковке. Вот следующий выставочный проекты, которые уже сейчас сформированы. У нас план выставочной деятельности на 3 года вперед сформирован. На сегодняшний день они построены по этому же принципу. Будут показаны от древнерусской живописи, и у нас отдельно предполагается такое пространство выставочное, мы называем зал классического искусства, и отдельно будут в том числе и выставки живописи и скульптуры второй половины 20 века, ну и, конечно, современного искусства. То есть вот мы будем показывать такую общую, полностью ретроспективу того, что есть, для того, чтобы действительно стать, ну, такой точкой, куда можно будет приехать, прийти, не только приятно провести время, но и все-таки что-то узнать, что-то изучить и познакомиться с искусством нашей страны. И, конечно, я вот отдельно хотела бы сказать, да, что мы очень хорошо понимаем, вот в Третьяковской галерее в Москве посещаемость за прошлый год 2,5 миллиона человек. Это плюс 20% к 2023 году. Это достаточно существенные цифры. И мы понимаем тоже, что не все могут и имеют возможность доехать, добраться до Москвы. А все-таки люди отдыхают на море, проводят время, проводят отпуска с детьми. И, конечно, вот эта уникальная возможность познакомиться с искусством, Калининградская область, конечно, эту возможность дает абсолютно в самых современных условиях. И мы, конечно же, готовимся к открытию, очень ждем нашего филиала во Владивостоке. Отдельно обсуждаем и с Эрмитажем, в том числе выставочные проекты, которые будут представлены в нашем новом здании, в нашем новом доме. И мы называем себя как такой национальный музей от моря до моря. Это тоже очень важно. От самой западной точки России до самой восточной присутствует Третьяковская галерея. Вот вы упомянули про основную коллекцию, но у вас же и запасники огромные. Там постоянная какая-то экспозиция будет в этом присутствовать? Для того, чтобы мы постоянно интересовали посетителей, мы предполагаем, что будут некие экспозиции достаточно длительные. Мы сейчас обсуждаем возможность экспонирования вот как раз в зале классического искусства от 1,5 до 3 лет и с определенной ротацией для того, чтобы как можно больше знакомить с большим количеством произведений. То есть вот эта вот задача доступности музейного фонда национального достояния, она для нас приоритетна. Вот это очень важно и, по-моему, очень правильный подход. Что я хотел бы вот сказать в завершении этой части нашего обсуждения. Здесь очень важно, чтобы была такая постоянная, живая связь с материнскими учреждениями. Постоянно. В этом в известной степени и был смысл сделанного в свое время предложения по созданию таких центров. Да, первое. Второе. Сейчас я обращаюсь к руководителям регионов и, конечно, к коллегам из правительства. Нужно создать максимально благоприятные условия для работы специалистов в этих учреждениях. Это и уровень заработной платы, это и обеспечение жильем и так далее. Потому что иначе будет очень трудно или практически невозможно сформировать дееспособные коллективы самого высокого уровня и класса. Я думаю, что здесь все это понятно. И прошу руководителей регионов обязательно вместе с
коллегами из Министерства культуры, вообще из правительства, взять это под особый контроль. Просто так уговорить и приехать и жить в общежитии, это, знаете, вряд ли ждет вас успех на этом направлении. Условия жизни должны быть высокими. Так, и, конечно, нужно, вне всяких сомнений, безусловно, обеспечить связь этих объектов в регионе с, как я уже сказал, с материнскими учреждениями культуры в центре. И вот то, что сейчас было сказано Еленой Владимировной Прудничевой, то, что это структурное подразделение Третьяковки, на мой взгляд, это правильный подход. И нужно сделать так везде. Почему? Потому что если мы хоть в чем-то и как-то все будем передавать в регионах, но в регионы, это превратится, ну, может быть, и наверняка в хорошее учреждение, но все-таки регионального уровня. А у нас смысл с вами реализации этого проекта в том, чтобы на местах, вот в этих регионах, они в известной степени в чем-то, каждый по-своему уникален, но в чем-то являются ключевыми центрами регионального значения, чтобы здесь появлялись федеральные центры образования и культуры. Изначально смысл ведь заключался в том, и я исхожу из того, что мы и реализуем эту задачу, в том, чтобы культурные достояния, которые представлены в ведущих центрах страны, в Москве и в Петербурге, чтобы эти культурные достояния выносились на периферию. И делаем это для того, чтобы укреплять духовное, культурно-образовательное пространство страны. В этом основной смысл. И, конечно, всегда не хватает денег на социальные вещи, на здравоохранение, на образование, на культуру. Всегда нужны средства на текущую работу. Но если вот таких вот значимых шагов вперед мы не будем делать, то вот так вот на таком среднем уровне будем оставаться. А когда будем создавать центры, подобные тем, о которых мы сейчас говорим, то и местный, и региональный уровень так или иначе будет подтягиваться к тому уровню, который вот мы сейчас с вами пытаемся создать благодаря строительству вот тех центров ради обсуждения работы, над которыми мы сейчас и собрались. Хорошо.